Вот и закончился наш первый месяц на Сицилии. До свидания, красавец Чефалу. Было классно. Мы обязательно вернемся. Ты за цветочками прячешься. На ноябрь мы переезжаем на западное побережье Сицилии. Надо снять пару сюжетов для нашего видео по следам крестного отца в Эриче и Сиджесте. Поплавать на одном из лучших пляжей Сицилии – Сан-Витало-Капо. Попробовать знаменитое вино в Марсале. По пути остановились на смотровой площадке над открыточным городком Кастелло-Маре-дель-Гольфо. Внешность бывает обманчива. В 20 веке этот приморский городок, наряду с расположенным в глубине острова городком Корлеоне, был одним из двух основных мафиозных центров на Сицилии. В нескольких километрах от места назначения, справа по курсу, мы увидели горы из белого мрамора. Поразительное зрелище. Соблазн посмотреть вблизи, как добывают мрамор, был велик. Ворота карьера открыты, никого нет. Поселились в коттеджном поселке Holiday Home Nicola Santoro. Отдельно стоящая вилла, 5 спален, 4 санузла. Большая гостиная с кухней, огромная терраса. Вид на море, до него 500 метров, 12 олив. Фантастический вид на Монте-Кафано. А немного правее вид на мраморную гору с рудником жемчужины Сицилии. Так называется один из самых известных в мире мраморов. Оказалось, что в основном его добывают буквально рядом с нами, между горами Монте-Кафано и Монте-Спараджио, на площади всего в 3 квадратных километра, в области городка Кустаначи, где находится около 200 мраморных карьеров, крупнейшем сицилийском горнодобывающем районе и втором по величине в Италии. Название «жемчужина Сицилии» происходит от круглых пятен кальцита, которые покрывают поверхность этого чудесного камня цвета слоновой кости. Фактически своим ярко-белым внешним видом они напоминают перламутровую поверхность ракушек. Благодаря своим невероятным эстетическим и техническим качествам, устойчивость к любой температуре и вытаптыванию, перлата ди Сицилия используется как внутри, так и снаружи для создания полов, вертикальных покрытий, лестниц, а также скульптур. Однако так было не всегда. Много веков назад жемчужиной Сицилии был совсем другой мрамор. С конца XVI века итальянские архитекторы начали активно применять в строительстве и отделке не только давно известный мрамор из Каррары, но и другие камни, поставляемые из более отдаленных от материка районов. В эти годы на Сицилии бурно развивалась добыча мрамора, в особенности красного лепечо и желтого мрамора из Сиджесты. Трудно найти другую породу мрамора, которая смогла бы соперничать с лепечо антика по своим природным свойствам и красоте. Палитра его оттенков поражает разнообразием. Его зеленоватые, пурпурные и золотистые тона словно прорываются из глубин, превращаясь в пестрое и пленящее многоцветие.
Этот тропонийский мрамор особенно хорош для создания колонн и постройки часовен и базилик. Так описывалась эта порода в учебном пособии «Фарцо Ферро», посвященном одному из наиболее ценных сицилийских мраморов, издревле добываемых в районе Кустаначи. В те далекие времена продолжали развиваться технологии мраморной инкрустации, и использование либреччо стало сочетаться с развитием искусства так называемого смешения мраморов, первые примеры которого находятся в церкви Иисуса в Палермо. Либреччо антика был очень популярен при отделке угловых пилястр часовен. Вместе с геометрическими узорами мастера широко использовали характерные для эпохи Возрождения цветочные мотивы. В капелле Кросифиссо церкви Иисуса либреччо антика служит фоном для розовато-бежевых крылатых сфинксов, поддерживающих изящные цветочные вазы. В течение нескольких десятилетий XVII века роскошные колоннады многих сицилийских церквей продолжали изготавливаться преимущественно из либреччо, интенсивные тона которого притягивали взгляд и неизменно превращали череду колонн в композиционные центры храмов. Так в капелле Сан-Джованни-Батиста, находящейся в церкви Сан-Игнасио аль-Оливелла, плотные прожилки и переливы украшающих алтарь мраморных колонн изумительно сочетаются с инкрустациями боковых пилястр. Искусство обработки мрамора позволило создавать такие колоритные колонны, которые можно увидеть в церкви Иисуса в Палермо. Паоло Алмата, занимавший с 1687 года пост главного архитектора Палермо, активно использовал все богатство палитры мрамора церкви Санта-Мария-ди-Валверде. Работая над ее архитектурой, он структурировал церковь витыми колоннами и заполняя пространство между ними скульптурами на библейские сюжеты, фресками, лепниной и барельефами. Великолепный алтарь было решено обрамить двумя группами разноплановых многоцветных колонн с богато инкрустированными основаниями. В церкви при пансионе иезуитов в Тропонии, созданной при участии Паула Рица, и отделка которой была завершена его учениками, либреччо использовался для изготовления шедшей вдоль его боковых стен элегантной балюстрады и обрамляющих залы роскошных пилястр. Когда из моды вышли роскошные полихромные архитектурные украшения с комбинациями белого, черного и красного мрамора, либреччо продолжали использовать, однако в виде больших настенных плит. К этому периоду можно отнести завершение аспиды церкви Иисуса в Палермо. Вышеупомянутые архитектурные объекты, конечно же, не способны охватить все примеры использования данного мрамора. Либреччо антика можно считать самым барочным из сицилийских мраморов, что идеально соответствует творческому напряжению, лежащему в основе большинства произведений этого архитектурного направления. Сегодня либреччо можно встретить в небольших количествах, в основном с малым числом насыщенных цветов. Продается под названием либреччо либо Диаспора Тенера ди Сицилия.